Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэйхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Тэйхён в армии уже 450 дней. Увидимся через 98 дней. Чингук в армии уже 449 дней. Увидимся через 99 дней. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэйхёном. Вчера Тэйхён на Виверс начал отсчет дней и написал «Погнали», но очень скоро удалил этот пост. Какое счастье увидеть эту двузначную цифру. Сегодня и у Чингука число дней превратилось в двузначное. Осталось совсем немного, мы вас ждем, наши дорогие. Также на Виверс Тэйхён прокомментировал пост Намджуна. Подождите, этот комментарий выглядит очень понятным. Лайкнул его пост отсчета дней в Инстаграм и оставил огонек в комментариях. А после написал нам целое письмо на Виверс, где он написал, что чистил снег, играл в снежки, что теперь он второй по званию, а скоро будет номером 1. Медвежонок повредил ребро, усердно тренируясь, но теперь с ним все в порядке. Сейчас он на диете, весит 70 килограмм. Также Тэйхён поделился, что много читает книг и не может привыкнуть к ранним подъемам, хотя сразу засыпает, спит хорошо и не страдает бессонницей. Рассказал, что скучает по нам, пересматривает старые видео, хочет танцевать и петь, и очень переживает, что не может пойти на концерт, ведь это возможность увидеть армию. Еще эта надпись на коробке, просто вау, есть только ты. Мы знаем, для кого было сделано это фото. Намджун прокомментировал пост Тэйхёна. Намджун, ты сразу засыпаешь, когда ложишься? Я завидую тебе. Пожалуйста, выпусти альбом под ником Ким Мён Сок. Тэйхён, о ком ты говоришь? Эх, это был насыщенный понедельник. Тэйхён всегда появляется неожиданно ярко. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему Чимин не захотел провести свое личное время с Чингуком, момент, на который никто не обратил внимания. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и первом закрепленном комментарии. 28 февраля в сети появились фотографии Тэйхёна, который приехал поддержать Хосока на его сольный концерт. Мы были очень взволнованы и с нетерпением ждали возможности увидеть много фотографий и видео с нашим медвежонком. Но не тут-то было. Сначала многих поклонников смутило то, что на погонах Тэйхёна было 2 полоски вместо 4, хотя мы знаем, что он сейчас сержант. Ну а другой момент, что контента с медвежонком мы не дождались. А на днях и вовсе наши сомнения подтвердились. В сети появились сообщения от отца парня с фото, который увидел, что в Инстаграм распространяются фотографии его сына, и написал: «Мой старший сын внезапно стал Ви из BTS». Парня перепутали с Тэйхёном, когда он прогуливался возле Олимпийского парка. Мы так соскучились по Тэйхёну, что уже видим его в других людях. Но зато ситуация получилась забавная. Если Тэйхён это увидел, представляю, как его это повеселило.
Медиа сообщает, что Чингук больше, чем просто музыкант. Он феномен, икона цифровой эпохи, которая не просто создает контент, но и создает движение. Успех Чингука – это тщательно продуманная симфония, увлекательные сольные проекты, инновационное сотрудничество, музыкальное совершенство на таких платформах, как Spotify, Apple Music и Melon. Он покоряет разные платформы, не теряя связи со своими поклонниками. Он не просто исполнитель, а новатор, расширяющий границы традиционного развлечения. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэйхёном. 5 место. Вигу ревнивцы. Все мы знаем, что Чингук очень ревнивый человек, настоящий собственник. Есть достаточно много фрагментов, подтверждающих это. Но почему мы так мало говорим о ревности Тэйхёна? Он ничуть не отстает от своего зайчика. Чимин обнимает и тормошит Чингука. Тэйхён, заметив это, сразу дает понять Чингуку, что он ревнует. И обратите внимание, как Чингук тут же обернулся и посмотрел на Тэйхёна. Он явно занервничал. И самое забавное – это их довольные лица после того, как Чингук пересел к Тэйхёну на колени. Чингук знает, как успокоить своего медвежонка. 4 место. Тэйхёну не дают покоя бедра Чингука. Базовые потребности человека – воздух, вода, еда и так далее. Главная потребность Вигу – касаться друг друга везде и всегда. Тэйхён пристально смотрит на бедра Чингука и после, закончив свою речь, касается его ноги. Я не могу спокойно реагировать на этот момент, он такой пикантный. Тэйхён вынашивал эту мысль и все же сделал это, и он сразу почувствовал себя лучше. 3 место. Куда Чингук без своего любимого Тэйхёна? Независимо от того, какой выбор будет у Чингука, он всегда выберет Тэйхёна. Это так очевидно и так трогательно. Вопрос. Чингук, если в будущем в твоей комнате смогут разместиться 2 или 3 человека, то с кем бы ты захотел жить? Просто выбери одного. Чингук, только одного? Чингук, недолго думая. Вихён, Вихён. Вопрос. По какой причине? Чингук, мы обычно вместе играем в игры. Как будто только в играх дело, так мы и поверили. И ведь в итоге Чингук жил вместе с Тэйхёном в одной комнате, а по-другому и быть не могло. 2 место. Уютный семейный выходной. Когда рядом любимый человек, даже самые обыденные вещи становятся особенными. Я без ума от таких уютных пупсиков. В этом моменте идеально все. Искренний смех ребят, то, как они светятся, и явное ощущение спокойствия и теплоты, которые передаются даже через экран. Когда видишь этот эпизод, то сам расслабляешься. Когда ты с нужным человеком, то такие обычные моменты наполняются яркими цветами и превращаются в самые лучшие воспоминания. Это и есть жизнь, самая лучшая жизнь. 1 место. Прекрасный Тэйхён в нежных лепестках роз. Услада для глаз Чингука. Эпизод, который демонстрирует, что Вигу – это не только партнерство, но и глубокое восхищение друг другом, умение оценить красоту и талант другого.
Чингук наблюдал за своим сладкоголосым красивым Тэйхёном, который бросает алые лепестки роз, а потом они обмениваются друг с другом своими улыбками. Это не просто вежливый жест, это выражение взаимной симпатии, признательности и тепла. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!